Если ты что-то хочешь и добивайся, ты это можешь получить. Это возможно. Оказывается, нет пределов. Оказывается, твое желание и умение добиться – это самое важное. То есть нельзя принимать слово «нет» как слово «нет». Сегодня в Kunsthaus в Цюге открывается выставка вашего проекта «Корабль толерантности» The Ship of Tolerance. Расскажите, пожалуйста, немного об этом проекте, об истории его и почему сегодня он приобретает особую актуальность. Во-первых, она открывается не в Kunsthaus, она открывается в городе. Это городской проект. Kunsthaus как бы инициатор проекта и организатор проекта. В Kunsthaus, как вы сейчас видите, открыта выставка картин Ильи и альбомов. А внизу же находятся рисунки детей из разных стран, где этот проект был уже сделан раньше. Проект начался в Египте первый раз. Нам предложила английская галерея сделать, работать с детьми, какой-то проект с детьми Сивы в Египте. Мы сегодня присутствуем при очередном феномене века, это 21 век. И феномен этот заключается в том, что мы видим великое переселение народов. Опять. Это не просто иммиграция, это не просто вот как бы появилась толпа иммигрантов, их тысячи, миллион, и их нет. Это переселение Африки. И это переселение Востока, вот этого, Middle East, на центральный континент. Мы видим, что идет переселение. Остановить мы это не сможем. Значит, уничтожить мы не можем друг друга. Или мы должны уничтожить, тогда никого не будет. Либо мы должны принять это как существующая ситуация и работать с этой ситуацией. И когда мы думаем и считаем, что стычки в основном, все проблемы происходят из-за того, что люди не знают друг друга. Не зная друг друга, ты не можешь уважать другого, ты не можешь понимать его культуру, его религию. Если ты этого не знаешь, ты боишься. Возникает страх. И от страха возникает агрессия. Агрессия порождена страхом. Значит, если мы начнем с детей и начнем им объяснять, чтобы они коммуницировали, что они люди. Да, вы не знаете языка, но есть такое понятие, как культура. Она очень разная. Но давайте так, что вы познакомитесь друг с другом культурой. Мы найдем, как вы будете коммуницировать. Культура – это то, что дано человеку с самого начала и развивается, и переносится, делает нас людьми. Давайте попробуем эту ситуацию разрешить при помощи культуры. Толерантность возникает, когда мы знакомы друг с другом, когда мы как-то находим общие точки соприкосновения. В противном случае мы просто будем уничтожены. Эмилия, кого вы считаете своими главными учителями и как ваши родители повлияли на становление вас как личности? Я не скажу, что сильно мои родители на меня повлияли как личность. Может быть, даже мой папа у меня вызвал чувство сопротивления, потому что он как бы меня наказывал постоянно. И поэтому я научилась очень хорошо сопротивляться. Я скажу, что сама ситуация, потому что мои родители решили эмигрировать из России, когда умер Сталин, это был 1957 год. Их арестовали в аэропорту, и я воспитывалась с дедушкой и бабушкой. А дедушка и бабушка – это те люди, которые произвели на меня невероятное впечатление, потому что мой дед был феноменально, он не очень, скажем, высокого ранга был человек, но он был феноменально человечен. Вот эта человечность по отношению, когда он видел на улице ребенка, у него всегда в кармане была конфета. Неважно, что это за ребенок, какой он там национальности, он мог быть цыганским ребенком, неважно. Он давал ему конфетку и с ним разговаривал. Моя бабушка, она плохо слышала, она всегда сидела дома. Но эта бабушка говорила на 7 языках. Она, что бы ни происходило в доме, она за нами занималась, там обед готовила до 12 дня, а потом пропадите вы все, делайте, что вы хотите, она читала. У нее были книги, и она читала. И вот это, конечно, на меня произвело огромное впечатление. Я с детства читающий ребенок. Я занимаюсь музыкой с 3 лет. Учителя. У меня была феноменальная учительница в Москве, когда я была маленькая, по музыке, которая, я-то сейчас не знаю, из какой семьи, но я знаю, что она следила за какими-то внешними даже атрибутами моей внешности. Я была маленькая, мне было там 7 лет, скажем. Но вот ногти должны быть такие, а ушки должны быть чистые, а волосы будут причесаны.
и то-то кушать нельзя, когда ты выходишь из дома. И это тоже часть воспитания, часть той культуры, бытовой, которая тебе прививается либо дома, либо в школе, либо учителями. К сожалению, в школе нам это не прививали. Но вот мне очень повезло, что все мои учителя были вот так какие-то старые закалки люди, скажем. Вы покинули Советский Союз в 1975 году. В 1973. В 1973 году. И до того момента, как вы встретились вновь с Ильей Иосифовичем, прошло достаточно значительное время, больше 10 лет. Наверняка вы приобрели какой-то опыт жизни, работы за эти годы на Западе. И какими были главные уроки жизни из этого периода? Один из основных таких уроков, я скажу, что это был, что в какой-то момент я развелась со своим первым мужем и вышла замуж за второго. И он был достаточно величиной в Америке вообще, и в арт-мире, и в Голливуде, и в бизнесе, что показало мне, что если ты что-то хочешь и добивайся, ты это можешь получить. Это возможно. Оказывается, нет предела. Оказывается, твое желание и умение добиться – это самое важное. То есть нельзя принимать слово «нет» как слово «нет». Второе, что мне показало, что в Америке, если у тебя есть проект, и ты в него веришь, ты приходишь, это не деньги, это любая фантастическая идея. Но если ты можешь донести до людей, что это важно для человечества, это важно для кого-то, и что это интересно, тебе все помогают. У меня вот такая ситуация всегда, конечно, была. Если ты обращаешься к людям, люди помогают. То есть в каждом человеке есть вот это человеческое начало. Мы забываем иногда об этом, но даже иногда, когда ты смотришь на самого большого бандита, ты знаешь, что он человек. И ты должен каким-то образом апеллировать вот к этой человечности. И совершенно неожиданно вдруг этот человек понимает, что он же не может сказать «нет». Потому что он тоже человек, это важно, его просят, и он вдруг просыпается и делает хорошие вещи. И, может быть, он даже не понимает, почему он их делает. Меня кто-то даже спросил, я не понимаю, почему я согласился на это, сделать то, что ты меня просила. Но я не жалею. Очень интересно, конечно. То есть это один, в общем-то, из, наверное, ключей к успеху человеческому. Вот умение я думаю, что это не столько зажечь людей своими идеями. Я думаю, что это не столько успех персональному, потому что ты не просишь для себя, ты просишь как бы, я знаю, что это будет звучать, может быть, даже пошло, ты просишь для человечества, для кого-то другого. У тебя идея, ты хочешь помочь кому-то. Например, у нас был какой-то художник русский, я сейчас не буду называть фамилию, у которого вдруг нет денег, его выселяют там в Америке, в Нью-Йорке из дома. Он на улице с вещами. Новый год. Я прошу директора Пола Краснер Foundation, помоги, пожалуйста. Он на улице стоит с семьей, ему некуда деваться. И вот этот человек садится в метро, привозит ему чек довольно большой и вручает. И потом мне говорит, разве я не Санта-Клаус? То он совершенно гордится. И пол своей жизни он рассказывал, что он Санта-Клаус. Потому что он помогает людям в тяжелой ситуации. Делает ли он так всегда? Может быть, нет. Но в этот момент он понял, что он же сейчас делает совершенно невероятно. Он будет Санта-Клаусом, он спасает человека. А если просто обратился к нему художник, сказал, помоги мне нечего есть. Он сказал, ты знаешь, вот пойди работать кем-нибудь другим там. До определенного момента в своей жизни вы профессионально занимались музыкой, и мне бы очень хотелось задать вам такой вопрос. Какую роль и место музыка имеет сегодня в вашей жизни, и насколько повлияло ваше музыкальное образование на ваше творчество? Это очень хороший вопрос, и очень сложно ответить, потому что я занимаюсь музыкой с 3 лет. У меня очень профессиональное образование, фантастические учителя были действительно профессиональные. И, как сказал один очень знаменитый профессор в Москве, что такие таланты рождаются раз в 100 лет. И я в конкурсах побеждала и все. Но я даже не могу вам объяснить, как все это произошло. Где-то, может быть, мои родители виноваты, где-то, может, у меня оказалось недостаточно упорством, что в какой-то момент я бросила. Я никогда не думала, что я буду заниматься в своей жизни чем-то другим, а не музыкой. То есть для меня совершенно четко, определенно была карьера, и я карьеристка, я ничего не хочу сказать, у меня невероятные амбиции. Сейчас моя внучка такая же, я вижу это очень четко. И эти амбиции выражались в том, что я буду
выдающейся пианисткой. Я достигну самого высокого, второе место меня никогда нигде не устраивало. У меня есть очень определенный талант, я чувствую поверхность. То есть, если я нажимаю клавишу, я слышу звук до того, как он прозвучал. Я знаю, как мне ее нажать, чтобы он прозвучал. Это не всегда удобно, потому что если я трогаю кого-то, я чувствую, что этот человек чувствует, как он чувствует это ощущение. Это не всегда приятно. Это какие-то вещи я трогать не могу. Там, мясо, рыбу и прочие всякие вещи, жир. Я не трогаю никогда с юности. Но для музыки это было невероятно хорошо, потому что это даже компенсирует слух. Вот люди с идеальным слухом рождаются, абсолютным, а я как бы родилась с идеальной чувствительностью вот к этому звуку. И поэтому, когда музыка ушла, она не ушла, конечно, окончательно. Она всегда звучит, я ее всегда слышу. В любой ситуации, если я что-то не делаю, я все равно слышу эту музыку. Я не могу в машине слушать классическую музыку, потому что для меня классическая музыка, ты сосредотачиваешься, то есть что угодно, country-music там, любое, но не классику. Классика – это серьезно, ты должен слышать ее. Когда я переехала, у меня не было сначала, конечно, были тяжелые обстоятельства эмиграции, и у меня не было инструмента. Когда появился инструмент, как бы уже я практически перешла, ну, я в то время стала специалистом по Фаберже, я просто выучила все Фаберже, и я довольно хороший специалист, я работала в Сотби экспертом по Фаберже. Как вам сказать? Мои дети всегда говорили, что когда я играла в Морелли, когда был у меня инструмент, я закрывала дверь. Пела, играла, а они всегда думали, что я не хочу, чтобы они слушали. Они говорят, мы сидели под дверью и слушали. Я не хотела их учить, потому что, во-первых, я очень плохой педагог, я не выдерживаю, я не понимаю, почему вы не можете сыграть, я вам показала. А вы не можете так сыграть, это совершенно непонятно почему. Я их действительно не начала, а потом бросила. И вот моя дочь старшая совершенно неожиданно оказалась фантастической мамой в отношении своих детей. У нее родился старший сын, и этот ребенок с детства оказался феноменально музыкальным, просто феноменально. То есть это ребенок, который едет в машине и там говорит, я хочу, например, Баха. Мы ему включаем что-то, он говорит, это не Бах. Гена. Это что-то другое. Не хочу, это хочу Баха. И мы включали. И вот он как бы с ним отдала ему жизнь. Я ему иногда объясняю, что ты понимаешь, говорю, очень важно не только, что ты супер талант, а то, что твоя мама посвятила свою жизнь твоему таланту, это самое важное. Ты должен всегда быть благодарен ей. Она профессионал, она работает, у нее другая профессия, она врач. И очень хороший врач, она ездит там в Саут-Америку, тоже благотворительностью занимается, но они лечат людей, они просто дают деньги, они сами делают операции, все. И вот он сейчас выступает. Его сестра маленькая тоже оказалась достаточно талантливой, у них прекрасная учительница была, которая ученица Глера и Ойстраха. И она просто их выучила до определенного момента, сейчас он у другого преподавателя уже. Вот он сейчас прошел курс у Брона, маленький, там 2 недели, но он уже выступающий как бы скрипач, 20 лет. И он, по-моему, очень доволен был таким студентом. Вот сейчас будет здесь концерт, они все выступают, и в нашем как бы проекте вот, толерантности мы собираем детей из разных стран. И эти дети талантливые, мы выбираем талантливых, мы их привозим, они все сыгрываются, каждый играет соло, потом играют как бы все вместе какую-то вещь. И вот мы начали это первый раз, мы это сделали на Кубе. Это у нас было феноменальное дополнение, потому что мы привезли детей из России, мы со Спивакова Foundation работали, у него очень талантливые дети всегда, и очень как бы хорошо все получалось. И мы взяли на Кубу, поехала я и девочка, которая со мной работает, помогает директор нашего проекта Юлия Дульцина, она поехала со мной, она сидела часами и часами со State Department американский, потому что самое тяжелое оказалось американский State Department. У нас эмбарго, и американские как бы, граждане и художники не имеют права работать на Кубе. Мы можем поехать по каким-то делам, но не работать. И мы добились, а тем более привезти детей. С 1958 года не было такого проекта. Мы привезли детей прямиком из Нью-Йорка на Кубу. Они играли с кубинскими детьми, с русскими все вместе. Потом мы их всех привезли в Нью-Йорк, мы всех привезли в Москву. И таким образом проект развивается. Сейчас мы добавили несколько детей, значит, из Швейцарии, из Украины. Будем брать детей из лагерей беженцев в следующем проекте уже, это в Норвегии, потому что мы хотим этим детям показать в этих лагерях, что будущее ваше зависит от таланта
Нет того, что вы готовы к смерти, а того, что вы готовы к жизни. И если у вас есть талант, мы поможем вам его развивать и покажем, что есть будущее. Как бы так. В отличие от Ильи Иосифовича, у которого, как он сам говорит, страх присутствует на генетическом уровне, как у многих людей, родившихся в Советском Союзе, у вас чувство страха отсутствует. Скажите, пожалуйста, у вас это было с самого детства или в вашей жизни были какие-то обстоятельства, которые помогли вам отпустить страх и таким образом, в общем-то, обрести свободу? Во-первых, на самом деле я невероятно трусливый человек. Я очень боюсь, например, высоты, воды, боюсь идти ночью по улице. Но если мне нужно, я пойду ночью, возьму пистолет и пойду туда, куда мне надо пойти. Буду там стрелять тоже. Я не остановлюсь, если мне это нужно. Я знаю причину, по которой мне это нужно. Два фактора повлияли очень сильно. Какое-то невероятное, я думаю, патологическое упрямство. Если ты мне скажешь «нет, с этой крыши прыгать нельзя», то я обязательно должна была попробовать в детстве с нее прыгнуть. С горы это ехать нельзя, я туда прыгну. Я сломаю лыжи, я сломаю там голову, но я прыгну. Но я не прыгну там, где я понимаю, что я погибну. Тоже какая-то такая внутренняя осторожность всегда присутствует. И потом, конечно, когда рисовали моих родителей, меня допрашивали 3 суток. Мне было 12 лет, еще не было даже. И там угрожали, и обещали всякие сложные вещи и так далее. И в этот момент я почему-то, при всем моем упрямстве, вот как я сказала, то есть я отвечала так, как вы себе не представляете, что я им говорила, но я как ребенок поняла, что на самом деле с тобой же ничего сделать не могут. Если ты не боишься, что с тобой могут сделать? Убьют тебя. В детском возрасте мы не понимаем чувство страха, мы понимаем чувство боли. А поскольку на самом деле физически меня никто не тронул, слава тебе, Господи, то чувство страха у меня не возникло, но возникло чувство уверенности, что если нет страха, сломать тебя нельзя. И вот это чувство со мной присутствует всегда. Конечно, я боюсь боли, но доминирует сегодня вот это отсутствие страха. Я думаю, что даже ты научаешься с возрастом отключаться от этой боли, поэтому перебить это уже нельзя, невозможно. Это уже идет на генетическом уровне. Мы в Швейцарии, в стране, где в 1985 году состоялась первая выставка Ильи Кабакова. Она была первой за всю историю как художника, и будучи представителем неофициального советского искусства, думал ли он когда-то, что через какое-то время он станет не только очень выставляющимся, и работы его увидит огромное количество людей во многих странах мира, но и он еще к тому же станет самым известным российским художником второй половины XX века? Во-первых, я и сегодня не считаю, что он самый известный российский художник. Он достаточно неверящий человек по какой-то причине. С одной стороны, он четко знает, что он делает, с другой стороны, он не верит в то, что это кому-то нужно. Когда он жил в Советском Союзе, у него было чувство страха, что все пропадет, все это никому не нужно, и все это в пустоту. Поэтому, когда появилась возможность отдать это, вывести, он не верил, что Советский Союз исчезнет. Он думал, что это как погода, и это навсегда, это климат, это дождь идет постоянно, и все. Но когда появилась вот эта возможность отдать, он все, что он только мог отдать, он отдавал бесплатно, потому что это попадет в цивилизованный мир. Это будет спасено цивилизованными людьми. Это попадет в тот мир, где искусство ценится и хранится. Поэтому, конечно, он просто раздал огромное количество. Здесь Швейцария, были швейцарские коллекционеры. Люди были первые люди, которые начали это покупать, ценить. Очень важно, что это никогда не было для них материальным, потому что он очень нехорошо относится, когда это принимают только на материальном уровне. Для него это вклад в искусство. И это та проблема: в будущее возьмут, не возьмут художников, в будущее возьмут не всех. И тут вдруг его появилась надежда, что возьмут в будущее. Это была стимуляция, это было невероятно важным. Это даже не то, что буду ли я самым великим художником, а то, чтобы то, что я сделаю, осталось для истории искусства. Он живет в реке культуры. И для него самое важное – это культурное поле и история искусства. Все остальное – это вообще ерунда. Вы не можете с Ильей говорить, что я пошла купила колбасу, и я хочу новое платье. Вы совершенно не интересуете. Делай, что ты хочешь в этом отношении, только я знать не хочу. Это у нас потрясающий тандем.
Об этом мы еще поговорим обязательно, потому что это тот вопрос, который, я думаю, сегодня волнует очень-очень многих людей, потому что действительно уникальное. А вот мне бы хотелось у вас спросить, было ли у вас когда-либо такое чувство в детстве, в юности, что вас ждет какая-то особая миссия в жизни? В каком смысле особая миссия? Ну, И что такое особая миссия? Вы, опять-таки, потому что мы говорим о творческом тандеме, вы с Ильей Иосифовичем сегодня являетесь самыми известными российскими художниками на мировом уровне. То есть особая миссия, благодаря вашему искусству, работе многолетней, огромному количеству выставок, большое количество людей на Западе узнали о жизни в Советском Союзе, о России, о культуре, о каких-то глубинах, потому что страна была закрыта очень много лет. Понимаете, в чем дело? Как я уже сказала, мы работаем в области культуры. Мы не несем какую-то миссию. Это человеки. Это не миссия рассказать о стране, а это рассказать о страданиях человека, простого, обычного человека. Это о его желаниях, о его желании спастись. Это не важно, угнетает его семья, угнетает ли его общество, правительство, система. Он страдает. Он хочет вырваться из этого мрака куда-то на свободу. То есть он улетает в космос, он улетает в картину, он когда улетает в небо. Он куда-то всегда исчезает. Исчезнуть из этого бытия. Универсальная тема, получается, универсальная которая тема затрагивает... страха, фобии, она универсальна, поэтому это так приняли. Не только потому, что это рассказ там, о коммунальной кухне, ах, как живут эти аборигены, ох, какая у них страшная жизнь. Это абсолютно не в этом дело. То, что не понимают некоторые. То, что в России очень многие не понимают. И только что на днях мне сказали, ненавижу вашу инсталляцию туалет. Я говорю, почему? Ну, мы же не живем в туалете. Я говорю, простите, говорю, я как-то от вас этого не ожидала, потому что это метафора жизни. И я много лет пытаюсь объяснить, поймите, пожалуйста, во-первых, тут две тематики. Одна – это метафора жизни. Да, мы живем в туалете, и наша страна туалет. Это не по поводу России. Это всемирная ситуация. К нам подошел мексиканец и начал плакать тогда на выставке. И говорит, моя бабушка вот так жила, тяжело, в каком-то страшном состоянии. Они понимают это состояние, это ощущение этой страшной атмосферы, когда безвыходная жизнь. Но это наша страна туалет. А вот я совершенно комфортабельно, не буржуазное такое маленькое гнездышко себе создал и чувствую прекрасно. И вот да, это туалет, но посмотри, как хорошо я устроился. У меня и детский уголок, и спальня маленькая, и столик стоит хорошенький, кухонька, и все нормально. И даже над этими дырками туалетными у меня висит белье или лежат игрушечки. То есть это, может быть, даже разговор ведется не обязательно о бедных каких-то странах, вообще Нет, просто это идет о человеческое... жизни, человеческой жизни, о стране. А сегодня, вот я давала сейчас кому-то интервью, говорю, наш земной шар, наш мир – это туалет. Посмотрите, что происходит. Мы не можем справиться, но мы же, каждый из нас в отдельности, и каждая страна в отдельности устраивает свою жизнь очень комфортабельно. Кто-то не может, но кто-то устраивает в этом общем туалете бытия. Вторая там тема, это вот тоже очень важная, потому что это неожиданность публичного места и частной жизни. То есть люди заходят в туалет, который должен быть вокзальный туалет, он публичный, паблик. И вдруг они видят, что кто-то там частную жизнь ведет, совсем хорошенькую, персональную. Но не должно же так быть. И вот это вот несовпадение, это тоже очень важный элемент. Но тут очень мало кто понимает. У меня был замечательный эпизод, мы читали где-то лекцию. И вот как раз возник этот вопрос о туалете. Поднимается девочка русская и говорит, почему вы нас, русских, изобразили живущими в туалете? Я говорю, что смотри, говорю, это метафора жизни, это частная и там паблик. Это не о вас, это не о нас, это вообще о бытие. И вот, например, мы живем в Америке, у нас Клинтон, все над нами смеются, мы живем в туалете, но это же наш дом. Поняла, что такое метафора? Ты знаешь, да, но мы же не живем в туалете. А ты смотришь, ну и как я тебе объясню? Невозможно. Ну, может быть, пройдет какое-то количество лет, и она поймет, вспомнит ваш разговор, и тогда поймет. Иногда это отсутствие жизненного опыта тоже. Все возможно. Но, в принципе, как бы для этого нужно более расширенное, такой не домашний патриотизм кухонный, а какое-то немножко понятие бытия всеобщего в этом мире. Это приходит, если ситуация создается. И желание.
Желание Безусловно, желание. внутреннего роста, создавать потребность вот этого внутреннего роста для того, чтобы немножко подняться над буквально. Это еще очень важно, как ты объясняешь, как ты разговариваешь с людьми. Мы когда приехали первый раз в Эрмитаж, работать же первая выставка была в России, то сначала вся охрана Эрмитажа, и вы понимаете, кто там работает, все-таки очень строгие люди. Они нас встречали как невероятных предателей Родины. То есть иммигранты, такие вот аферисты. 2004 год еще, Да. такие времена. Да. И мы начали работать, мы работали, там масса замечательных эпизодов было. И под конец, значит, как бы, когда мы уже кончили, меня вызывает вся эта охрана в комнатку и говорит: вот мы тут собрались, скинулись и поставили бутылку коньяка очень хорошего. Мы знаем, что вы не пьете менее, но мы хотим выпить за ваше здоровье. Когда вы приехали с Ильей, мы думали, что вы два афериста, как Сутомблы. Перед этим была выставка Сутомблы. Но когда мы посмотрели, как вы работаете, мы с вами пообщались, вы настоящие художники, мы хотим выпить за ваше здоровье. Я Петровскому говорю, что вот ваша охрана меня провела ночью, там был Маккартни концерт, они меня посадили в вашем кабинете смотреть концерт. У меня такое ощущение, что я могу вас вынести, все, что я хочу, они не будут проверять. Он говорит: такое, у меня впечатление, что они тебе помогут вынести. Но это разговор, это отношение человеческое к людям. Это как бы ты не то, что ты свысока на них смотришь, они же люди, ты с ними разговариваешь, они выполняют свою работу. Они охраняют самый великий музей в мире практически. Конечно, они жесткие люди, они понимают ответственность, которая на них лежит. Каждый из них в отдельности очень интересный персонаж. Какой-то момент открытости, наверное, здесь важен. Если ты хочешь понять человека, который что-то тебе пытается если он сказать. тебе интересен. Если ты разговариваешь с человеком, что он действительно тебе интересен, ты не притворяешься, а мне интересно разговаривать. Искренность, конечно. она присутствует в вашем творчестве однозначно. И в этом отношении мы очень сильно совпадаем с Ильей, потому что, может быть, он меньше разговаривает с людьми, но у него невероятная чувствительность к атмосфере, которая создается в стране, в квартире, в ситуации. Он чувствует, у него шестое чувство. Неважно, в какой стране, он неожиданно ощущает, что в этом месте надо сделать, потому что это отразит саму ситуацию в этот момент, в этом определенном месте. Поэтому такой успех. Это не только потому, что там гениальный художник, или, как многие считают, просто аферист, проходимец. Ну, у нас же разные мнения есть людей об этом. А именно потому, что здесь талант, плюс вот эта невероятная, какая-то даже патологическая чувствительность к людям и к ситуациям. Илью Кабакова считают одним из, или даже самым важным российским художником, начиная с 1933 года. И бывший генеральный директор Сотебис по России СНГ Михаил Каменский говорит об этом так, я цитирую: «Кабаков первым смог перевести советское сознание в код и предложить ключи для его расшифровки, что открыло его работам мир, а миру его работы. Он первым во второй половине XX века перешел из категории художника из России в разряд международных художественных звезд. В силу своей художественной и смысловой уникальности он стал символизировать русское, поднятое на уровень международного контекста». Эмилия, по-вашему, что является основным творческим наследием Ильи Кабакова? Умение использовать национальный контекст и национальную культуру и перевести ее на интернациональный язык. Это мало кто, к сожалению, умеет. Это очень важно для художников, не только русских. Мы одно время преподавали. И вот это то, о чем он говорит, замечательно сказано Каменский. Но это то, что мало кто владеет. Вот это должен быть определенный талант, когда ты берешь, используешь все элементы своей культуры, и переводишь, и объясняешь их, и выражаешь их и интернациональным художественным языком. Это редкость. Но это невероятно важный компонент, один из основных компонентов. Вместе вы работаете с 1989 года, и ваш творческий тандем является самым успешным за последние я бы не сказала. историю 20 века. Криста? Вот, мне тоже так, но его жена всю жизнь проработали вместе. Ну, однако же в одном своем интервью вы сказали, что за 20 лет вы сделали 500 выставок. Это не больше. Колоссальные цифры. Мы сделали практически больше выставок, чем какие-либо живущие художники. Это правда. В чем заключается секрет успеха вашего творческого союза?
уважение, любовь, доверие друг к другу невероятное. Доверие к другому, доверие к тому, что тот, что этот человек делает и говорит, мы можем обсуждать вещи, но мы, в принципе, понимаем, что каждый имеет определенную причину и основу под тем, что он говорит. И ты должен выслушать. И я могу не согласиться, у нас иногда очень разные мнения. Но, несмотря на это, я понимаю причины, по которым у него такое мнение. И он взаимно, естественно, это очень важно. Иначе при моем характере и при его характере, кстати, мы никогда бы не ужились вместе. Да, вы очень сильные личности. Конечно. Или я только кажется, он всегда говорит, я же такой мягкий человек. Я говорю, ага, когда колбасу нужно на стол положить. Или решить колбаса, или там хлеб, это тебе абсолютно наплевать, что я тебе дам. Но когда дело касается работы, это террорист абсолютный. Но и я тоже такая же. Все замечательно, когда я работаю, не дай бог, пойдите против того, что мы делаем. И это знают все кураторы, и поэтому с нами, когда люди работают, вот, например, они должны иногда предупреждать, что в принципе нельзя ли вот как бы, что сделают куратор. Он говорит, нет, нельзя. Илья и Эмилия Кабаковы 27 лет назад и сегодня. В чем основная разница? Чаще приходится использовать чувство юмора. Если я правильно понимаю, большую часть своего времени Илья Иосифович проводит в студии. Он работает, он занимается творчеством. А вам же приходится делить ваше время между творческим процессом и бесконечными переговорами с музеями, галереями, общественностью, спонсорами, коллекционерами. И у меня вот такой вопрос возникает, как вам удается совмещать творческую личность, причем так гармонично, и совершенно потрясающие организаторские способности, деловую женщину, ведь это два очень разных мира, в которых нужно не только разные качества, знания, но и даже какие-то черты характера. Если ты воспринимаешь все как концепт, в том числе не только творческую работу, концептуально выстраивая все, что делаешь, но и саму жизнь как концепт. И ты относишься ко всем проектам, и в том числе к людям, как к определенному концепту, то это, наверное, очень помогает. Для меня это фантазия. Я не живу в мире реальности. То есть если я иду в магазин, и вопрос в том, что я покупаю, зависит от того, есть у меня деньги или нет у меня денег. Я не смотрю на эту цену. Могу я купить, у меня в кармане деньги, или я знаю, что я могу. Я куплю. Нет, я не куплю, и тоже нет страданий. Почему? На самом деле и то, что ты хочешь, и то, что ты делаешь, это относится к области фантазии. Я очень хорошо готовлю. И мне кто-то говорит, ты любишь готовить? Я говорю, ненавижу. А как же получается так хорошо? Потому что это концепт. Я знаю примерно, что я хочу показать. Да? Исходя из этого, я и покупаю продукты, и готовлю, и у меня нет рецепта. Я знаю, что, например, вот это должно выглядеть и там на вкус быть такой. Вы видите конечный результат? Я вижу конечный результат. И также с искусством. Я вижу конечный результат. Вот я вошла там вниз и сказала, вот неправильно стоит корабль. Почему? Я сразу вижу ситуацию, в которой он стоит. Если человек другой, ты видишь с точки зрения другого человека, да? Это очень помогает. Это очень мало кто обладает таким талантом. Вот Илья пришел к своему знакомому, одному художнику, очень знаменитому, и говорит русскому тоже. А как, например, вот когда ты показываешь зрителю, как ты думаешь, как он видит? Он говорит, а почему я должен думать, как он видит? Важно, как я вижу. Это между мной и искусством. А при чем тут зритель? И Илья, и я видим с точки зрения зрителя. Почему? Что бы ты ни делал, делаешь ли ты в каких-то контактах находишься, ты не персонально в этот момент просишь, дайте мне, пожалуйста, на колбасу или там на бутерброд. Ты просишь на какую-то концептуальную идею, которая может быть вот корабль толерантности. Я же не прошу для себя. Это вы можете дать и можете не дать. Я все равно найду. У меня один знакомый сказал так, я ему сказала, что большое спасибо, ты помог. Он говорит, был бы не я, ты нашла бы другого. Я подумала, действительно, я не подумала с этой точки зрения никогда. Он был абсолютно прав. И Илья мне повторил то же самое. Был бы не я, ты бы нашла другого. Тебе было бы удобно вот это делать, то, что ты хочешь в этом мире сделать. Понимаете? Вы можете сказать, что используешь людей, но ты же их не используешь для того, чтобы достичь личных результатов. Ты используешь для какой-то цели, которая, в принципе, обогащает культуру, человечество, что-то менять. Я хочу что-то изменить. И мы все не сентиментальные. Все, кто выросли в Советском Союзе, мы почему-то невероятно циничны. Я сталкиваюсь с этим цинизмом. Человек, которому
там пригласили на один проект, он сказал: Эмилия делает этот проект, потому что она хочет продвигать своих внуков. Мне не нужно продвигать моих внуков. Они совершенно спокойно, мне мой внук запрещает вообще говорить про него. Я просто, как так сказать, бабушка, не присутствующая в его жизни, очень редко, когда он приезжает, я его вижу, это те моменты, когда я с ним общаюсь. Я горжусь, что он сам добился всего, что он, между прочим, кроме музыки, занимается nuclear physics. Сколько вы знаете музыкантов, которые изучают nuclear physics? Поэтому нет, это не для моих внуков, это потому что я в этот момент безумно хотела нарушить эмбарго. Для меня это нарушение правил. Но это нарушение правил не потому, что я просто хочу нарушить, а потому что это идиотизм, потому что я считаю, что это неправильно, потому что я приехала туда и увидела, что люди голодают. Но могут ведь не голодать. Они же могут изменить свою жизнь, и мы можем что-то сделать. Почему же нам не дают это сделать? Я это все равно сделаю, вы все провалитесь, а я это сделаю. Также здесь. Это мы разговаривали здесь в ЦУГе по этому проекту. Ну, вот он сам сказал, 4 года или 5. Не было денег. И вот в какой-то момент начали двигаться. Но тут директор такой же, наверное, как и я. Он так тихо, мало. Их же тут 5-6 человек всего работает. Они, посмотрите, как они преобразовали город. Везде рисунки. Мэр говорит: ну у нас же изменился город. Я говорю: спасибо, что ты его изменил. Ну что я сделал для этого? Я ничего не сделал. Ну как не сделал? Огромная помощь со всех сторон. Или там кто-то выступил. Вот Amnesty International с нами начали работать. Я не знаю этих людей. Мне кто-то посоветовал, Amnesty International, дали имя человека. Я ему написала имейл. И вдруг неожиданно, спонтанно совершенно, как взрыв такой: да, мы хотим. Я говорю: ну вы понимаете, что Amnesty International – это взрослые люди, и у вас свои проблемы. У вас там, ну, какие-то политические. У нас нет политики, мы аполитичны, мы дети. У нас главную роль играют дети, поэтому у нас платформа для детей. Делайте себе отдельно. Но вы не имеете права выступать на нашей платформе, что это только дети. Да, конечно. И вот сегодня присоединилась Amnesty International из многих стран. Они понимают, что я не буду говорить о диссидентах. Это ваше дело. Не потому, что я против, не потому, что я не хочу. Я не хочу принципиально втягивать детей в политику. Нас критиковали, что мы взяли деньги, ну не мы взяли, а вот как бы Кюнсхаус, мы ничего не берем. Деньги взяли на этот проект у какой-то компании, которая добывает нефть. Мол, бы это из-за денег, нужны были деньги, взяли деньги. Простите, пожалуйста, эта компания производит огромное количество элементов для телефона. Вы же не отказываетесь пользоваться телефонами? Что за гипокритство такое? Эмилия, а что поражает цинизм? А то, что не верит, из-за того, что в Советском Союзе бесконечно нам убеждали, что все идеализм, а материальное не имеет значения, люди настолько увлеклись сегодня материализмом, что когда говоришь об идеализме, они считают, что это на самом деле цинично, это не про, человек врет. Вот, кстати, в этом фильме, что меня очень сильно раздражало, когда снимал человек, я ему говорю, он мне говорит: вам люди не будут верить. Я говорю: почему? Потому что вы, говорит, останавливаетесь, когда вы говорите. Я говорю: я думаю, что я останавливаюсь, потому что я хочу подумать, что я скажу, а не просто ляпать что-то такое, чтобы, ну, сказала и сказала, что красиво звучит. Я хочу думать то, что я говорю для кого-то, значит, у меня есть слушатель, я до этого слушаю, я хочу донести определенную идею, в которую я верю. Нет, буду думать, что вы врете. Конечно, я взорвалась. Я говорю: простите, пожалуйста, вы совершенное определение, что такое советский человек, чем он отличается от западного. Западному ты приходишь и говоришь, и он тебе верит. Потому что для него ты должен соврать сначала, чтобы он перестал тебе верить. В Советском Союзе так перевоспитали людей, что они генетически уже не могут поверить, что человек может говорить правду. Он либо говорит, имеет какие-то, так сказать, тайные цели, личные, либо это совершенно не может быть идеалистом. Он просто, это цинизм. И это очень обидно, это неприятно. И ты не понимаешь, я, может быть, слишком долго уже прожила на Западе, это уже сегодня 43 года, почти 44 года я здесь. И, конечно, для меня ты приходишь к человеку, ты изначально доверяешь ему и доверяешь, и понимаешь, что он должен доверять тебе, потому что иначе нельзя коммуницировать. Невозможно. И вот этот проект – это то, что вы должны доверять. Подходите с доверием, не подходите с цинизмом. Тогда вы можете договориться. Цинизм не работает. Он ожесточает людей. Но это же внутренний труд. Любовь, какие-то вещи, которые требуют внутренней работы, роста внутреннего. Ну, да? То есть проще быть циничным? Может быть. Проще быть циничным. Это интересное замечание. Я не думала про это, что для меня проще быть идеалистом, чем быть цинистом.
циником. Я имею в виду... Мне неприятно быть циником. Сейчас, конечно, с иронией об этом говорю. Я понимаю, но я понимаю, что, может быть, некоторые люди настолько, так сказать, уже затемнены внутри, что они просто не могут иначе мыслить. Но я стараюсь не подходить к этим людям, потому что, скажем, неприятная аура. Неприятно иметь дело. А вы чувствуете А это я просто? чувствую, конечно. Немножко хочется поговорить об искусстве. С тех пор, как вы с Ильей Иосифовичем начали работать вместе, прошло достаточное количество лет, и искусство изменилось, мир искусства изменился. Как вы, на ваш взгляд, какое основное изменение вот с тех пор, как вы... Когда мы начали 80-е, 90-е годы, это нам очень и очень повезло. Вот это и был мир идеалистического, еще оставалось искусство, еще были такие великие кураторы, как Зейман, Аделина, это же все идеалистические люди, они любят искусство. Такие художники, как Дональд Джад, как Намджон Пайк, это все было такое, знаете, товарищество, да, по-русски, товарищество людей, которые живут этим, живут тем, что они делают, любят это. И другого мира не было. Мы путешествовали, мы встречались в аэропортах, но все ехали с выставку на выставку. Эти групповые выставки, это было интересно, мы разговаривали, мы сидели часами. Сегодня этого почти нет. Почему? Это компетишн возникло. Кто более знаменит, кто больше сделал денег, кто в какой галерее. Вот исчез вот этот действительно исчез этот идеализм. Он сегодня где-то на затворках, молодежь, которую не успевают выхватить, когда им там 20 лет, и он выхвачен из этой среды идеалистической и художественной. Этот ребенок, практически еще ребенок, там, до 25 лет, я считаю, что мы не знаем, что мы делаем дальше. Он вдруг оказывается соблазненным дьяволом того, что сейчас я буду богат и знаменит, но завтра же это внутри всегда у художника есть страх. Завтра все это кончится. Это когда вдруг на тебя сыпется золотой дождь, ты же понимаешь, что этот дождь не вечен. И ты хочешь поскорее сгрести все, чтобы иметь. И вот это отношение... Оно страшно. Они не успевают развиться, эти ребята. Они что-то делают, а потом их бросают. Мы видели судьбы этих детей, которые практически 5 лет, и потом... Никто не знает, кто они были 5 лет тому назад. Он был суперстар. Как же так? Никто не помнит его имя. И он не может дальше производить, потому что уже для него как-то все это рухнуло внутри. Вот этот идеализм, вот это желание создать что-то для мира, показать себя... Даже беседы, если мы обратим внимание, то были всякие движения художественные. Ведь эти движения не возникают в одну минуту. Они возникают потому, что эти молодые люди беседуют, встречаются, что-то изобретают, спорят. И вот в этих спорах, даже в Москве концептуализм возник, и все эти московские русские движения возникли в разговорах. И точно так же за границей. Вы смотрите на минимализм, вы смотрите на экспрессионизм. Куда бы вы ни глянули, это сообщество культурных людей, общающихся, спорящих, соглашающихся, не соглашающихся, экспериментирующих. Этого нет, потому что каждый индивидуален. Нет движений, они очень быстро исчезают. Сегодня ты сенсация, а завтра тебя нет. И вот это очень страшно, понизился уровень. Ну, конечно, может быть, мы старомодные, мы считаем, что музей – это как храм. И музей надо очень аккуратно отбирать, что музей делает, потому что это эталон, должен существовать какая-то планка, на которую все должны равняться. И если ее нет, как мы знаем, хорошее это искусство или плохое, мы теряем, и зритель, и сам художник теряет вот этот уровень, на который он равняется. Скажем, мы равняемся на историю искусств. А на что равняется сегодня молодой художник, если он отбрасывает полностью историю искусств? Для того, чтобы даже что-то отбросить, ты должен знать, что ты отбрасываешь в любом случае. Вот это разница ситуации. Как главные концептуальные художники современности, как вы относитесь к живописи? И считаете ли вы, что в современном искусстве есть место живописи? Я даже не должна это комментировать, потому что вы можете оценять то, что позади меня, это уже картины. Обязательно. Помимо таланта, что еще необходимо творческому человеку для того, чтобы быть успешным? Вера в то, что ты делаешь, упорство невероятное. А я считаю, что должны быть амбиции, потому что без амбиций ты будешь сидеть дома рисовать и считать, что ты великий художник современности, и тебя узнают
как Ван Гога через там пару столетий. Так не бывает. Даже Ван Гог имел в свое время, не совсем уже голодал, там это все сказки, легенды замечательно такие приживаются. Его никто не знал, а потом он в одну ночь стал знаменитым. Это неправда. Не бывает такого, если это знаменитость, он на один день, на 15 минут. Любой, как сказал Ак, может стать знаменитым на 15 минут. На самом деле это тяжелый труд. И никто не понимает, как мы работаем. А очень многие художники даже не понимают, какая тяжелейшая работа. Илья все годы работает, просто не останавливаясь ни на одну минуту. Это с 7 утра, иногда с 6 утра, если мы делаем выставку, до момента, пока мы падаем. У нас нет выходных, мы никогда не были на отдыхе, это можно сказать, 2 раза в жизни мы отдыхали. Но это и есть наша жизнь, это то, чему мы отдаем свою жизнь. И мы считаем, что у нас на днях Илья что-то мне сказал, что ты так тяжело работаешь, такая тяжелая жизнь. Я говорю, ну это же и есть потрясающая жизнь. Посмотрите, какую интересную жизнь мы живем. А что интересно быть, сидеть вот где-то там и, я не знаю, там смотреть, какие у тебя туфли, или какие у соседки туфли, или там суп сварить. Я это ненавижу все. А так невероятное количество людей вокруг. Мы живем в музеях практически. Мы всю жизнь живем в музеях. Где может быть лучше? Что может быть лучше? Как вы считаете, должна ли быть миссия у художника? Если да, в чем она заключается? Ну, это очень трудно сказать, потому что, конечно, есть разные художники. Есть художники, которые работают как бы политически для сегодняшнего дня ситуации. И, может быть, они правы. Это персональное убеждение каждого художника. Есть художник, который работает для истории искусства. Это как бы Илья и то, что всю жизнь делает, и я с ним это делаю. Для меня еще какие-то моральные аспекты очень важны в искусстве, в жизни, поэтому вот проект это как бы относится к моральному обязательству. И не обязательно художника, человека, но просто там нам Бог дал возможность использовать то, что мы знамениты, на вот такой социальный проект и что-то делать для людей, для детей в данном случае. Что для меня дети важнее, поскольку они себя защитить не могут. Не знаете, каждый человек в этой жизни выбирает свою миссию. Она либо дана ему, либо он сам ее выбирает, или не выбирает. Мы имеем право выбора, мы имеем возможность выбора. И дальше это уже твое личное дело. Как вы думаете, к чему должен стремиться каждый человек? К возможности быть самим собой. Это не всегда и не каждому дано, это не всегда обстоятельства позволяют нам это быть. Но это, наверное, то, что мы бы все хотели. Эмилия, есть ли какие-либо сожаления у вас? Да, что я не стала великим музыкантом. Но Илья мне обещал, что в следующей жизни он будет все делать для того, чтобы я была великим музыкантом, а он будет мне помогать.